Ненавижу Рокфор. Не смотрел «Грязные танцы». А Джордж Майкл не умеет петь. И мое бедро все чувствует. Не знаю, хорош ли я для тебя. У меня нет самолета, квартиры, но не знаю, как я смогу жить дальше, если не буду видеть тебя каждый день. Так что... «Сердцеед» 2010 года Эл Арнакоюр. Французско-монакская романтическая комедия режиссера Паскаля Шамеля. Профессиональный разлучник должен за 10 дней разрушить идеальную пару. Легкий ромком с Ванессой Паради и Роменом Дюрисом в главных ролях. Фильм «Сердцеед» был радушно встречен критиками и 5-кратно окупился, даже несмотря на внушительный для романтической комедии бюджет в 8 миллионов 700 тысяч долларов, заработав в мировом прокате 44 миллиона долларов. Мадам, умоляю, никому не говорить. Проблема только моя. 1 неделя здесь. Моя начальник меня посылать в Польшу, работа конец, моя 3 ребенка, вот какой. Вы ничего не говорите, мадам, а то проблема фургона, проблема документы, проблема начальника, ой, сколько проблем. Проблемы? Нет. Нет. Нет, Мирослав, нет проблемы. Я все делать. Ромен Дюрис за роль в этом фильме был номинирован на премию «Сезар» в категории «Лучшая мужская роль». «Сердцеед» – легкий фильм с характерным французским шармом и удачно подобранными актерами. Ромен Дюрис в роли Алекса выглядит очень органично. Ванесса Паради загадочна и притягательна. А остальные герои также обладают собственными характерами и лишь добавляют положительных эмоций от просмотра фильма Эл Арнакоюр. Романтическая комедия «Сердцеед» о том, что когда наши отношения не идеальны, когда в них чего-то не хватает, мы ищем проблему в нашем партнере, забывая, что проблема чаще всего кроется в нас самих. Мое сердце разбито. Я отменю свадьбу, отменю все. Забудь все, что я сказал. Мы провели прекрасную ночь. Нам было хорошо. На этом и остановимся. Фильм «Сердцеед» актеры и роли. Ромен Дюрис, Алекс Липпи, хозяин агентства по разбиванию неблагополучных пар. Ванесса Паради, Жюльет Ван дер Бек, эксперт по виноделию, невеста Марка. Жюли Ферьё, Мелани, сестра Алекса, замужем за Марком. Франсуа Дамиенс, Марк, муж Мелани, Шурин Алекса. Элена Нагуэра, Софи, подруга детства Жюльет, нимфоманка и очень красивая женщина. Эндрю Линкольн, Джонатан Олкотт, жених Жюльет, сказочно богат, почти принц. Жак Франт Ван дер Бек, отец Жюльет, оптовый торговец цветами и не только. А если я воткну вилку в бедро, вы ничего не почувствуете? Когда я надела блузку с булавками, то ничего не почувствовала. Идиотка! Это не то бедро! Простите. А так, ничего? Абсолютно. Вот те и чудеса человеческого тела. Автор сценария Лоран Зейтун рассказывал впоследствии, что идею фильма ему подсказал случай из его собственного прошлого, когда одна из его кузин была влюблена, но предмет ее воздыханий взаимностью ей не отвечал. Тогда Лоран подумал, что для разрешения этой проблемы неплохо бы нанять актера, умеющего импровизировать, и уж он-то точно сделает так, что эти двое расстанутся. Прежде режиссер Паскаль Шамель снимал только для телевидения, в основном рекламные ролики. Фильм «Сердцеед» 2010 года – его дебют в кинематографе. Пианистку сыграла Кэролайн Дюрис, сестра исполнителя роли Алекса-актера Ромена Дюриса. Это талантливая пианистка, которая уже появлялась на экране со своим братом в драматическом триллере Жака Одиара «Мое сердце биться перестало» 2005 года. Лет 40 назад в этой картине играл бы Бельмондо, и наши родители бегали бы на нее по 3 раза. Сумочка! Черт! Проклятие! Видите, сумочка, и он тут как тут. Сегодня трудно не заметить, что французский герой, любовник, несколько обмельчал, но школа – великая вещь. И «Сердцеед» все же ближе к солнечным 70-м, чем к запрограммированному унынию нынешних романтических комедий. Антуража лучше Монако и языка лучше французского для этого жанра так и не придумали. Ромен Дюрис демонстрирует, что у него в достатке и энергии, и харизмы, и умение держать кадр, и белый костюм на нем сидит отлично. Жаль, что дуэт Дюрис Паради не искрит химией, но чтобы станцевать в пустом ресторане под Time of My Life, нужна лишь физика, а этого в фильме «Сердцеед» 2010 года хоть отбавляй. За комическую составляющую отвечали сестра главного героя Мелани и ее муж Марк, просто убойная парочка. Умер? Еще нет. Ответь, кто это? Прекрати трещать этой штукой, идиот! Да пошла ты! Ты меня достала уже! Что? Я не сторожевой пес! Могли бы хоть спасибо сказать!
Чего стоят моменты с щелкающим по обездвиженному громиле электрошокером, нелепо подворачивающим ногу ремонтником кондиционеров с славянским акцентом и Марком в образе сексуального гонщика Формулы-1, соблазняющего подругу Жюльет Софи. Одна из самых красивых сцен в сюжете «Сердцееда» в конце фильма, когда герой Ромена Дюриса, исчерпав все свои трюки соблазнителя, полный грусти, в одиночестве стоит на набережной. Серое давящее небо, немое молчание, а в глазах слишком много мыслей и переполняющих чувств, которые не удержать. И потом подходит она и обнимает сзади, словно сама любовь, от которой ты не можешь уйти, куда бы ни бежал. Сколько стоит парень, который ради меня терпел вилки в бедре? Нисколько. Он отказался от денег. У выхода машина с ключом в зажигании. Мало ли. To escape the finest ever made. Crafted with pride. Фильм «Сердцеед» сюжет. Молодой красавец Алекс Ромен Дюрис зарабатывает на жизнь тем, что по заказу разбивает пары. В этом деле ему помогают сестра Мелани, Жюли Ферье, и ее муж Марк, Франсуа Дамьен. В своем бизнесе они придерживаются железного правила – не трогать по-настоящему счастливые пары, вмешиваться в жизнь лишь тех, что несчастны, но не знают об этом. За 10 лет работы Алекс не провалил ни одного задания. Ради успеха он готов на все – переодеваться, говорить на любых языках, танцевать как бог, готовить как шеф-повар, совершать сумасшедшие трюки. Однажды Алексу поступает заказ разрушить отношения Жюльет, Ванесса Паради, и ее жениха, англичанина Джонатана, Эндрю Линкольн. Проблема в том, что эта пара по всем параметрам идеальна. По какой-то причине надвигающийся союз этих двух счастливых душ не устраивает буржуазного отца Жюльет, который полон решимости любой ценой сорвать брачные планы пары. Однако долги заставляют Алекса и компанию позабыть о своих принципах и взяться за дело. Он прибывает в Монако, где должна пройти свадьба, и, представившись телохранителем, которого к ней приставил отец, Жак Франт, решает проникнуть в доверие к Жюльет. Чтобы соблазнить Жюльет, Алексу приходится запомнить движение Патрика Суэйзи из «Грязных танцев» 1987 года и тексты песен Джорджа Майкла. Несмотря на трудности, в начале задания Алекс уверенно идет к своей цели. Несмотря на сложности вроде вилки в собственном бедре и откровенного домогательства со стороны пьяной нимфоманки Софи, старой подруги Жюльет. Ты в порядке? Не в порядке. 3 дня не трахалась, уже вся киска зудит. Но его планы грозит обрушить одно серьезное препятствие – возникшие чувства к Жюльет. Сможет ли Алекс закончить задание, или же оставит Жюльет с тем, с кем она будет счастлива? В их последнюю ночь перед свадьбой Жюльет готова разорвать отношения, если Алекс согласен, но герой-любовник отыгрывает свой стандартный сюжет, о чем впоследствии глубоко сожалеет. Провалив задание, Алекс, поругавшись в аэропорту с сестрой Мелани и Марком, решается и едет навстречу своей судьбе, которая уже выходит замуж за другого. На повороте горной дороги происходит встреча двух влюбленных. Надо отменить океанариум. Это слишком опасно. Жаль, мы научили дельфинов говорить ваши имена. Операторская работа выполнена ярко и эмоционально. Глаз радуют эффектные планы и пейзажи, спортивные автомобили, отлично поставленный танец героев Ванессы Паради и Ромена Дюриса в духе «Грязных танцев». Все это приправлено легкой и приятной музыкой, что придает фильму изысканности и грации. Фильм «Сердцеед» с Ванессой Паради рекомендуется к просмотру поклонникам старых фильмов, ведь он выглядит в некотором роде старомодно и несовременно. Рокфор. Я просто обожаю его по утрам. Создатели картины будто отдают дань вечной классике, стремясь создать не актуальное кино, а скорее нечто вне времени. Это у них успешно получилось. Даже мужская аудитория, на которую эта работа режиссера Паскаля Шамеля явно не рассчитана, отзывается о фильме исключительно положительно. Красивая, тонкая, искренняя история, которая подойдет для совместного просмотра и влюбленным парам, и тем, кто по какой-то причине перестал в нее верить, тем, кому уже давно пора встретить своего сердцееда.